Эта штука заставила понервничать, ну, практически абсолютно всех. Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно одного очень интересного бага, который не то что даже пощекотал нервишки, но и запустил некоторые процессы. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, АСМИА контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Я, когда это дело проверял, думал, это действительно что-то значимое. Весь чат так думал. Мы даже обратились к Canon Research через моего модератора, который находится в том дискорде и сам является Canon. Находится у них в эскадре. Даже они стали строить догадки, просчитывать возможные варианты, куда эта штука направляется. Вот настолько нас всех накрыло. Система iBootis, и мы отправляемся с вами к двум звездам B и C. Именно к ним. Они, кстати, довольно близко друг к другу находятся. Так вот, в гиперкруизе подлетаем и при подлете увидим следующее. Неопознанный источник сигнала. Направляемся к нему. Вас это довольно сильно удивит, как и всех вообще, кто был на стриме. И других людей, которые принимали участие в дальнейших, так сказать, моментах. Ну и выходим из гиперкруиза. И сигнал от нас улетает. И довольно быстро. Мы не можем на него выйти. Даже если пытаться подлететь вплотную, как я это делал там на расстоянии 200-300 километров, та же самая ситуация. Его постоянная скорость примерно 200 километров в секунду, и что бы вы ни делали, даже с помощью в гиперкруизе, вы не сможете на него выйти. Отсутствие контента в этой игре побуждает умы выдумывать различные теории. И давайте поговорим о том, что пришло всем нам в голову, когда мы это увидели. Первая мысль была то, что это что-то вроде Старгоида. И мы пытались понять, откуда эта штука двигается. Просто брали ее в лог и смотрели, куда она направляется. Ну, когда мы это делали на стриме, было еще боковое смещение и смещение, если не ошибаюсь, вниз. Сейчас у нас, грубо говоря, все это дело центральное, но со временем, может, тоже это дело будет смещаться. Так вот, в данном перекрестии оно отображалось таким образом посередине. Мы выбирали какую-либо звезду в ближайшем, так сказать, пространстве. Брали ее в лог и пытались сопоставить кружки, чтобы примерно понять, где это и как оно. Чтобы было ясно направление движения. И именно на стриме это выглядело таким образом. Вот наш пузырь. Вот Барнард Луп. И Орион. И шло это примерно по вот такой вот линии туда. Мы все были очень сильно озадачены. Если старгоиды к нам летели с внешних частей галактики, то эта штука перлась оттуда сверху. Озадачены были все максимально. Думали даже то, что стражи. Мысли, которые нас посещали, то, что это еще старгоиды, потому что как бы... На это даже были намеки в Галнете. Поэтому мы помогаем ученым Эйджи собрать информацию о максимально большом количестве аммиачных планет. Мы хотим не просто внести вклад в океанологические исследования, но и обнаружить возможные перевалочные пункты флота таргоидов и точки прибытия новых вихрей. Новость Галнета от 2 марта. И вот на основе этого мы присели. Думали то, что летят еще действительно такие ребята. А эта штука летела, как вы понимаете, не с внешней части, а с другой стороны. И через пузырь. Это было довольно стрёмно. Полетели искать пустую систему, чтобы было ясно, что у нас по сигналам. Потому что если у нас одно тело и один сигнал, и 8 старгоидов, то сигналов будет 9. Потому что старгоиды имели тогда сигналы. Ну, вы помните этот прикол. Но это дело не подтвердилось, и мы пошли дальше. Учитывая то, как фронтиры недавно позаигрывали на некоторых стримах, примерно 3-4 недели назад, с этими треугольничками и синими конфетками, мы уже начали думать то, что это ответные меры стражей на прибытие таргоидов, потому что как-никак у нас есть искусственный интеллект стражей, их постройки работают, их техника работает, но работает она на основе искусственного интеллекта, возможно, либо это охранные протоколы. Мысль была такая. И мы все загорелись и начали это обсуждать. А все действительно было похоже на то, что это что-то связанное со стражами, но двигается как старгоид, потому что таргоидские неопознанные сигналы также пролетали сквозь систему и летели внутри системы и отдалялись потихонечку, а потом ускорялись, ускорялись и ускорялись. Ну, вы помните, как они летели.
И примерно где-то через полчаса, наверное, или что-то такое, полчаса довольно такой насыщенной умственной деятельности, нашли статью на Reddit и нашли видео на YouTube 8-9-летней давности, то ли с альфы, то ли с беты версии элитки. Там была эта система, и там был этот же сигнал. И это был просто-напросто обычный статичный сигнал, где были там пираты и кто-то еще. А теперь его колбасит. И колбасит его, судя по всему, вокруг этих звезд. Вот так вот. На основе какого-то несчастного бага, совершенно простого, учитывая сложившуюся ситуацию с элиткой, ее очень, так сказать, не то что плавным, а титанически медленным движением в плане сюжета, комьюнити начинает уже выдумывать различные теории на основе бага. На основе несчастного бага. Как по мне, это действительно грустно и действительно обидно. Но зато фронтиры делают нам новые раскраски каждую неделю. И да, фронтиры, конечно же, починили тени, можете обратить, что происходит сзади меня. Я не знаю, будет ли вам интересно данное видео, но я решил с вами поделиться. Тут нет никакой полезной информации из серии гайда или обзора. Это просто то, что произошло на стриме. На стриме были, естественно, не все, и вряд ли его будут пересматривать, и вряд ли уж тем более найдут тот самый момент, даже если его запустят. Я решил просто с вами поделиться. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, все это прекрасно. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по элиточке, где уже свыше, внимания, 1000 видео по данной игре. И со временем, конечно, видосов будет больше, потому что контент в этой игре, конечно, ну есть. Но если что, как вы поняли, мы можем и сами его придумать. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.